Сегодня приготовим вот такой вот очень вкусный и в то же время очень простой в приготовлении рыбный пирог. Делается он легко, быстро, а самое главное из доступных для всех продуктов. Всем привет! Ну и для начала нам понадобится 3 куриных яйца, отваренных вкрутую. Их нужно будет натереть на крупную терку. Ну и после того, как натерли 3 яйца, берем небольшой кусок твердого сыра и точно на той же терке натираем твердый сыр. Дальше нам понадобится небольшой пучок зелени. В моем случае это был укроп. Его нужно нарезать мелко-мелко. Нарезанный укроп отправляем в тарелку к натертым яйцам и сыру. Затем нам понадобится одна любая банка рыбных консерв, в моем случае это скумбрия. Вынимаем полностью всю скумбрию без масла в отдельную тарелку. Берем вилку и полностью всю рыбу нужно очень хорошо размять. Размятую рыбу отправляем полностью всю в тарелку к сыру с яйцами. Дальше все нужно посолить и поперчить. Соль и перец, как всегда, добавляйте по своему вкусу. А затем в эту тарелку нужно будет добавить 2 столовые ложки майонеза. После этого все хорошо аккуратно перемешиваем, и наша начинка уже будет готова. Далее нам понадобится 2 листа лаваша. На первый лист нам нужно будет отправить примерно половину начинки, той, что мы намешали, и небольшим равномерным слоем все хорошо разровнять. А затем берем с ближнего края от вас, сворачиваем рулет. Старайтесь сделать так, чтобы он был как можно плотнее. Чтобы было удобнее, я разрезаю этот рулет ровно пополам, а дальше его нужно будет нарезать на маленькие рулетики толщиной примерно по 2-2,5 см. Ну а после того, как вы все понарезали, нам понадобится неразъемная форма. В моем случае это будет круглая силиконовая, но она может быть любой формы. Мы берем вот эти маленькие рулетики и вот таким вот образом аккуратно укладываем в форму. Укладывать нужно как можно плотнее. Смотрите, маленьких рулетиков из одного листа лаваша на мою форму не хватило, значит я сейчас делаю второй лист точно так же. И вот так вот я заполню полностью всю форму маленькими рулетиками с начинкой. Дальше нам понадобится отдельная глубокая тарелка. В нее нужно будет вбить 3 куриных яйца и добавить 3 столовые ложки сметаны. Дальше сюда же нужно добавить соль и перец, все по своему вкусу. А затем нужно все хорошо взбить до однородного состояния, так чтобы яйца хорошо смешались со сметаной. Взбитые яйца со сметаной отправляем вот так вот наверх на наши рулетики, которые мы уложили в форму. И как вы видите, я вначале взбил 2 куриных яйца и 2 столовые ложки сметаны. И мне вот этого не хватило, чтобы залить полностью всю форму. Мне пришлось еще сделать одно яйцо и 1 ложку сметаны. Хорошо все выравниваем, а затем вот эту форму нужно будет отправить в разогретую духовку до 200 градусов примерно на 30-40 минут. Или же до готовности. За временем выпечки следите по своей духовке, потому что она у всех разная. У меня пирог простоял 40 минут в духовке, и он с одной стороны вот так вот приподнялся. Это ничего страшного, потому что после того, как он остынет, он вернется к своей прежней форме. Чтобы пирог было легче достать из формы, берем тарелку, переворачиваем ее вверх дном, а затем форму переворачиваем на тарелку. Поднимаем осторожно форму, потому что она еще горячая, и получаем вот такой вот красивый и обалденно вкусный пирог. Берем нож, разрезаем все на порционные кусочки, и такой классный пирог можно подавать на любой прием пищи, будь то обед, ужин или же просто перекус. На этом у меня, друзья, сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик, поделитесь с друзьями, ведь идея довольно-таки простая, начинку можно будет использовать любую. Ну а мы с вами встретимся в новом видео. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.